Алексей Владимирович, я знаю, что вы некоторое время провели в Сирийской Арабской Республике. Расскажите о своем пребывании в Сирии. В чем состояла ваша миссия? Ну, предыстория поездки была такова. Наш комитет очень активно отслеживает все, что происходит сегодня в этом регионе. Потому что регион сегодня практически влияет на всю международную и в том числе и геополитику, и региональную политику. Да? И по заданию руководителя нашего комитета Виктора Алексеевича Вызарева я посещал нашу авиабазу Хмеймим. И, в общем-то, одной из задач, я не буду все рассказывать, опять же, по понятным причинам, одной из задач нужно было посмотреть, как сегодня наши военнослужащие выполняют боевые задачи по борьбе с терроризмом. И нужно сказать, что руководство Министерства обороны, начиная с министра обороны и заканчивая, даже, наверное, не заканчивая, потому что процесс еще идет, начиная с министра обороны и совершенно различными структурами, не только в Министерстве обороны, сегодня создали достаточно качественные профессиональные условия для бытовых каких-то действий нашего личного состава на территории базы. И самое главное, создали необходимые условия для выполнения боевых задач. Ведь боевая нагрузка на наших летчиков по 3-4 боевых вылета в сутки. Это очень серьезная нагрузка. Постоянно вот взлетают, садятся самолеты, беспилотные летательные аппараты. Их приходится обслуживать, заряжать, да, заправлять, организовывать процесс выполнения боевых задач таким образом, чтобы исключить летные происшествия, возможные потери в случае боевых контактов с противоборствующей стороной. Да, ведь никто же не исключил возможности обстрела средствами ПВО со стороны боевиков. При заходе на посадку, при взлете, при выполнении задач на маршруте и так далее, и так далее. И, естественно, вот посмотрев условия, в которых сегодня живут наши летчики, военнослужащие, обслуживающие базу, хочется сказать огромные слова благодарности командующему нашего контингента, с его заместителями, с руководителями структурных подразделений. Все сделано по последнему, в общем-то, писку технической моды, да, грубо говоря, люди живут не в палатках, а в домиках таких контейнерного типа. Созданы все условия и в плане социально-бытового обслуживания. Столовая изумительная, своя хлебопекарня, совершенно разнообразный набор блюд. Не как вот 20 лет назад, там, 30 лет назад в Афганистане, в Чечне, там, ну, первое и второе и все. Там 2 первых, 3 первых блюда, несколько видов второго, своя выпечка, налажена работа войсковых магазинов из системы военторга, где можно купить все, даже безалкогольное пиво. Я это подчеркну, вот даже это существует. Все наборы для мелкого почина и ремонта обмундирования, плюс своя, в общем-то, швейная и прачечная. Медицинский пункт медицинского отряда специального назначения оборудован по последнему писку медицинского снабжения. Есть все, начиная от отличной реанимационной и заканчивая возможностями проведения достаточно серьезных операций. Диагностическая техника одна из последних, какие сегодня можно вот только себе представить. Поэтому я хочу сказать, что наш контингент сегодня на территории Сирии находится в достаточно комфортных условиях. Конечно же, не заменить прямое общение с Родиной, ну, как бы телепередачами или фильмами, но работает и свое телевидение. Достаточно часто приезжают различные творческие коллективы, и мы периодически видим, как они выступают. Кстати, мы благодаря поддержке сенатора Юлии Владимировны Випринцевой привозили туда и артистов Тульской филармонии, они провели там концерт, и в том числе с выездом на блокпосты. И когда морская пехота, находящаяся на
блокпостах увидел артистов, были просто впечатлены. Это дорого стоит. Что хочется сказать о боевой работе? Ну, уже не секрет, и я думаю, все мы прекрасно понимаем, что если бы не действия военно-космических сил нашей армии, то исход этой операции был бы заранее предсказуем. Сирии на сегодняшний день, наверное, уже бы не было как государства. Был бы анклав, разбитый на разные участки, контролируемый теми или иными бандгруппами. Ну, как вот, допустим, у соседней Ливии. Сегодня восстанавливается и государственная территория, и, в общем-то, возвращается государственная власть на те территории, которые почти 4 года контролировали боевики. Алексей Владимирович, а долгое время, если, конечно, это не секрет, вы пробыли в Сирийской Арабской Республике? Да нет, мы, в общем-то, ездили с краткосрочным визитом, на все про все нас заняло 3 дня, но как бы за эти 3 дня мы очень плодотворно поработали, с учетом вылета, прилета, вот все, что касается технической стороны. В целом можно сказать, что, собственно, вот непосредственно работа по изучению обстановки заняла день. За день вот достаточно плотно посмотрели и работу нашей авиации, в том числе и на Центре боевого управления, так называемый ЦБУ. Посмотрели, в общем-то, как говорят, в режиме онлайн, как работает наша авиация со всеми результатами боевого применения. Посмотрели, как противоборствуют боевики. Ну, я вам скажу, что наша армия сегодня уже далеко не та, какой была 5 лет назад. Даже невозможно сравнивать с тем, что было в Чеченской Республике, уж тем более в Афганистане. Уже технический прогресс шагнул настолько, а боевое мастерство наших военнослужащих возросло настолько в разы, что эта армия, действительно 21 века. Алексей Владимирович, была ли у вас возможность пообщаться с сирийцами? Может быть, вы видели какие-то отдельные сцены, так скажем, сирийской жизни? Какие настроения в сирийском обществе смогли бы отметить? Как, допустим, относятся в Сирии к Башару Асаду? Насколько ему удалось сохранить популярность среди своего народа за эти 4 года? Но нужно сказать следующее. Во-первых, общаться с сирийцами пришлось прежде всего с представителем вооруженных сил и Мухабарат, службы безопасности, да, аналог нашей ФСБ, если можно так утрированно сравнить, потому что у нее достаточно специфические такие особенности, присущие вот именно Сирийской Арабской Республике. Но, возвращаясь к сути вопроса, конечно же, сирийцы очень благодарны России за приход в регион, вот, в составе уже группировки. Мы никогда не бросали Сирию, мы всегда поддерживали Сирийскую республику. На территории САР находится наша военная база в Тартусе, достаточно большое количество лет. И наши военнослужащие всегда были образцом поведения. И я хочу сказать, что даже участие в различных военных конфликтах, например, в сирийско-арабских войнах наших советников, всегда сирийцами воспринималось положительно. Я считаю, что все, что сегодня делает руководство нашей страны по поддержке прежде всего народа Сирии, это будут помнить достаточно долго. Что касается Башара Асада, мы, конечно же, должны понимать, что только сирийцам решать на парламентских выборах, на президентских выборах, кто будет руководителем страны. У Башара Асада достаточно высокий авторитет среди той части населения, которая сегодня воюет за сохранение государственности, борясь с международным терроризмом. Однако мы должны помнить, что есть и свободная сирийская армия, где воюют люди за то, чтобы у власти был другой человек. И если вы помните, Венские соглашения сегодня трактуют, что выборы будут проведены, и будут допущены к этим выборам совершенно различные группы и слои населения, которые не запятнались участием в террористических акциях.
И будут ли это представители клана Башара Асада, будут это представители сирийской оппозиции, это решать сирийскому народу. Уже сегодня на выборах в парламент пытаются выставить свои кандидатуры порядка 5000 человек. Вы представляете, как сегодня за 4 года войны народ истосковался по нормальной государственности. Для них эти выборы это знак, это символ возрождения государственности, порядка, мира на территории. И поэтому Башар Асад, если он выполнил свою функцию как президент страны, он может принять решение не участвовать в этих выборах, а может и участвовать, если он считает, что имеет огромную поддержку у большей части населения. Почему нет? То, что трактует Запад и видит, спит и видит, чтобы Башара Асада не было у руководства страной, нужно опять же вспомнить, что за последние десятилетия наши партнеры по коалиции, которые 3 года там бомбили неизвестно кого, так особо-то и не добились успеха, несли демократию, взяли, например, в соседнем Ираке, зачем-то повесили Саддама Хусейна, так и не доказав его вину. Практически суд был превращен в фарс. Вот войск с помахиванием там пробиркой какой-то до того, как в Ирак. Ну, практически... мы все знаем, что потом Колин Пауэлл признал, что да, в пробирке практически это ложь, да, я вот хочу об этом сказать, практически было ложью и практически не обосновано ни на чем. Это нарушение международного законодательства. Смещение в соседней Ливии Муаммара Каддафи. Ливия до этого была процветающей страной, где люди получали при заключении брака пособие до 60 тысяч долларов, где литр бензина стоил дешевле литра воды. Люди, уезжающие на обучение за рубеж, обучались бесплатно за счет государства. Хлеб стоил копейки. Хлеб стоил копейки. И сегодня, получив вот эту порцию демократии, получили себе террористов, получили разрушенное хозяйство, отсутствие государственности, постоянный страх за свою жизнь, судьбу своих детей, родных и близких. И таких примеров можно приводить достаточно много. И, наверное, пора оградить, как это говорят, ястребов от желания вклиниваться со своими нормами демократии, которые только ухудшают жизнь на территориях. Значит, нужно пока остановиться вот в этих порывах и, наверное, просто позволить государствам, которые и так жили, управляя своим развитием, управлять и дальше, а не пытаться под кого-то подстроиться. У каждой страны есть право на суверенное существование, которое в рамках международного права мы все должны уважать. И поэтому, вот, возвращаясь к вопросу об Башаре Асаде, я хочу сказать еще раз, только сирийцам решать, достоин он быть президентом или недостоин. И наш президент, наше руководство страны, мы, сенаторы, еще раз должны подчеркнуть, что мы не поддерживаем Башара Асада и не цепляемся за него всеми силами, а только сирийская сторона позвала нас туда, сирийской стороне, сирийскому народу и решать, кто там будет руководителем. Мы поддержим прежде всего народ.